искусство, но всю жизнь занималась тяжелым машиностроением, арматурой высокого давления. И мы приехали в Аргентину. Девушки, арматура. Это очень интересно. Не, это самое интересное, лучше расскажи об этом. И я научилась делать различные эти карты, строить производство. И здесь я решила сделать наконец то, что я хотела всю жизнь. И я теперь пеку торты. Повстречались с горой подписчиков, вот одни подписчики, вот вторые подписчики. Эти подписчики вот меня даже копируют. Истинные фанаты. Дед говорил первое время: учись, внучок, пока родители живы. Я прихожу, первое высшее. Он говорит: молодец, все, вообще. Деда услышал. Я говорю: второе. Он: ну это дело нужное, пригодится. Я говорю: третье. Он говорит: слушай, может уже пора остановиться. А я ему говорю: дед, я четвертое получил. Он говорит: ты что, больной у меня? Говорит: все, хватит, я тебя прошу, остановись. Изначально план был другой. Мы хотели полететь в Австралию, да? Да, был такой. Был такой план. Потом начали смотреть видео и решили все-таки Аргентина. Раз в неделю делаю доставку сама с супругом, чтобы познакомиться с потребителем и как бы обратную связь получить. Да, это мои работы. Аргентина открыла во мне новые таланты. Тут огуречная мафия. Это привет, Нина. привет. Правда? Привет. Рады очень. Народ, всем привет! Мы сегодня вот всей семьей, Света, Максим, ну Николяса нет, гуляет, приехали в Висенте-Лопес. Сегодня Пасха и аргентинская, и христианская, и католическая, скажем так. И вот где-то в этих местах есть ярмарка, на которой мы еще не были. Русскоязычная ярмарка, не Аврора, а другая, и мы решили ее посмотреть. Пойдемте? Поищем, где это. Ага, осень у нас крутая. Я же говорю, неплохой райончик, в принципе. Мы сначала не туда, нас в гугле карта вывела. Надо было обойти, и вход с этой стороны. Хуан Карлос Круз и 1871, по-моему, написано было. Вход вот здесь. Совсем другое все. Так, парк здоровый есть. И люди отдыхают, куча такого всего семейненького. Сейчас посмотрим, по идее, должны даже быть сами продавцы с какими-то товарами. Все знакомые лица. Ну, возьми. Тебе дали. Ну и мне дали, хорошо, превосходно. Давай сначала я посмотрю, что тут творится, чтобы знать хоть приблизительно. Здравствуйте. У вас подписчик уже много лет. За вас сюда и приехали. Спасибо. Я вам за термопасту когда написал, спрашивал, выходной. Может быть. Спасибо. Что до вас по рыбалке никак не дойду. Сейчас пообщаемся, значит, потому что... У нас форс-мажор, добрый день. Что Там свет на случилось? кухне вырубило. Я сейчас подключусь и вам А, ты что, вообще? Круто. Сидерок холодный, лимонадик у нас тут, пивко, Отлично. баночный. Может, лимонадика налить, а? Да нет. Без алкоголя. Ну, сейчас прямо нет, сейчас прямо. Вы Посмотрим. еще не уходите? Не, мы только пришли, мы только зашли. Так, а вам? Сидр маракуйный. Стаканчик. Похоже, сейчас мы Да, пройдем. Хоть посмотрим, что тут где здесь. Ну все, вы... Да, хотим хоть посмотреть. Хотели осмотреться, что, где, почем. Здравствуйте. Ну, по размеру немножко меньше, чем мы видели Аврору, но все равно. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Угощу вас пасхальным елочком. Ух ты. Это что? Печенье медовое. Класс. Медовое печенье. Это хорошо. Спасибо. Это Свете, значит, будет. А вы сладкое не любите? Привет. Не, я тоже ем, но мне поправляться сильно нельзя. Так оно ж маленькое. Ну так вот только. Спасибо. Смотрите, у нас теперь с зайцами есть медовое печенье. Вот, повстречались с людьми. Это же все ваши товары, правда? Да. А что конкретно делаете? Можете рассказать? Традиционная выпечка медовик. Но это не медовик, это рыжик. У медовика сметанный крем, а в рыжике крем другой. Там дольсе де лече со сливочным маслом.
И шоколадный тоже с добавлением какао, получается шоколадный рыжик. Медовое печенье, вот как вас угостили, вот такие вот прянички, тоже медовые. Наполеон порционный, тирамису традиционное, тоже такое итальянское. можно показать? Пожалуйста. Свет, смотри, какие тирамису порционные. Глянь, классно Наполеон идет порционный, мы его не слоеный делаем, а вот знаете, как в перемешечку, тогда там больше получается крема и не Ух такой... ты, красиво. Ага, спасибо большое. Здрасте. В честь Пасхи сделали пасочки, куличики. Вау. Сейчас мы их чуть-чуть ближе покажем. Вот смотри. Такие куличики. Вот, подружка моя из Дагестана, она делает дагестанские блюда. Это чуду с мясом и картошкой, с тыквой. Такой пирог красивый. Хлебушек печет, дагестанский пирог, забыла, как называется. Наида, как называется пирог? Это вот ты специально спряталась. Готлевский. Нет, готлевский пирог. Вот. Понял. Пахлава сочинская и кита. Вот капустку попробовали делать первый раз. Ну, делаем не первый раз, просто сюда пришли первый Девушки, раз. ну А смотрите, это у вас рулет хороший Сникерс. выбор вот есть, да, ну, товаров. А кроме ярмарок, потому что ярмарки тоже, ну, два раза в месяц и больше же не найти. мы Ну, здесь- типа одна там, одна здесь. А как вот, кто хочет вот эти товары, как он Через может у вас? интернет только, да. Телеграм-канал. Телеграм, может- Инстаграм. Так или покажите, или назовите. Показать мы забыли дома, да. Вот такой вот. Ну вот, хотя Телеграм. бы. Найти нас. Ну вот я поэтому. Да, в потом. Инстаграме. Подписывайтесь. Потому что если у людей есть товары, и они хотят продавать, соответственно, надо как-то их Да, мы только находить. начинаем, поэтому еще не знаем, как, что. Пробуем. Ничего. Лена, здравствуйте. Я вас пропустил, потому что, правда, не узнал, как ты так вот прошел. Вот, только повстречались. А то по видео мы смотрим, но, честно говоря, сами вот так вот с вами были незнакомы. А теперь увидели вас хоть на ярмарке. Это ваши картины? Да, это мои работы. Аргентина открыла во мне новые таланты. А что, до этого, до Аргентины не занимались этим? Ровно год назад я брала свой первый урок у праправнучки Савы Мамонтова, у Киры Мамонтовой. Она живет в Патагонии, и она на сегодняшний день одна из самых знаменитых акварелистов Аргентины. Она постоянно со своими мастер-классами ездит по всей Латинской Америке, представляет Аргентину на международных конкурсах. Вот сейчас она на следующей неделе в Италии будет со своими работами. В Америке она очень тоже представляется часто. И вот год назад я у нее брала свои первые уроки. Устроила для себя такой отпуск. На неделю поехала в тот город, в котором она живет. Днем гуляла по Патагонии, вечером у нее брала мастер-классы. Сейчас продолжаю у нее брать мастер-классы онлайн. Вот это вот последний мастер-класс на прошлой неделе я у нее брала. Все остальное как бы мои работы. Ну а для людей, которые хотят эти картины купить, кроме ярмарки, где их можно найти? Или надо писать вам на YouTube-канал, или где, или какие-то другие контакты? Можно, да, мне писать на Инстаграм. Правда, я еще пока его под это не оформила, потому что до сегодняшнего дня все делала только для себя, для своих подруг. Друзьям винодельни оформляла, подругам квартиры оформляла. Почти у всех соседей у моих по дому мои картины есть. Круто. Нет, правда, прикольно. Это только мой первый выход в люди. О, ладно, спасибо, приятно было с вами познакомиться. Мы должны показать соление, варенье и все, что связано Консервация, с этим. да. Обычная консервация. Консервациями. Занимаемся консервацией уже больше 2 лет. Так. Больше 2 лет, да. Мы здесь живем 3 с небольшим года, и вот почти больше 2 лет занимаемся консервацией. Начинали мы с огурцов, помидорки, постепенно расширялся ассортимент наш. Томатной пасты, икра кабачковая, лечо, баклажановая икра, маринованные перцы, Икра красная, капуста. баклажанная. Заморская, да. И Заморская. морковка, корейская морковка, да. Борщевая заправка есть. То есть можно, кому интересно готовить, да, возиться, можно просто мясной бульон сделать любой, какой любите. Забросить вот эту штучку туда, когда уже закипит картошка, да. добавить, все, борщ готов. Ничего думать не надо, все. И новинка недавно появилась, маринованные Арбузы. арбузы.
очень на любителя, но классные, очень крутые. То есть мы никогда в жизни их не пробовали сами, да. Да. Вот на любителя, кто понимает в этом, тому заходит. Мы также делаем здесь дегустацию. Можете попробовать. Все можно попробовать, да. Так, давайте, чтобы мы не забыли, сначала вот это же ваша? Вот Да, это? Вот, да. смотри, это для тех, кто захочет эти консервации, они же как-то должны люди находить это все дело. Наш бренд называется «Главное то, что внутри». Слышала, как бренд называется? Главное то, что внутри. Да. Это прикольно. Как говорил Саша, где Саша? Где-то там Саша. Говорил, не держите. Так и меня же не с этим самым. О, кстати, сразу расскажу, почему я все время в черных очках. Они меня с этими, с диоптриями. А то люди думают, что белые мне будет светло сильно. Я говорил, Саша, не держите все в себе. Да, я помню. Я читал в комментариях, да, кто-то хорошо заметил это. Хрустящие, вкусные. Хрустящий, вкусный, да. Нет, Рецепт мы отточили уже за эти 2 года, и сами огурцы разные перепробовали, и сам рецептуру приготовления тоже. Поэтому это топ-позиция, которая полюбилась очень многим. Класс. Ну все, теперь знаем, Да. где закуску покупать. Да. К Новому году, к любому празднику, без проблем. Доставка есть по всему Буэнос-Айресу. Недавно Почем начали доставляете? Сами доставили. или Uber, или что? Как угодно. Как В основном, угодно. конечно, да, мы самостоятельно доставляем. Ну, хорошо. Недавно начали работать с Мар-дель-Плате. То есть доставка у нас и туда будет. Сейчас мы этот канал разрабатываем. То есть там точно будет у нас практически весь Ну, что ассортимент. там очень много народу, знаешь, Конечно. так что таких, Да. я думаю, там тоже пойдет. Город большой, народу как второй Буэнос-Айрес, Да, ну, да. именно по Да. русскоязычному населению. Запрос есть. Они на нас вышли, что говорят, ребят, мы хотим, мы вас знаем, в Буэнос-Айресе мы вас знаем, мы хотим и у себя видеть вас. Раз в неделю делаю доставку сама с супругом, чтобы познакомиться с потребителем и как бы обратную связь получить. Так более... Да, конечно, хорошо. Средняя баночка у нас по 12, огурцы и помидорки, большие по 20. Помидорки большие сразу разбирают. Делаю их только на ярмарку. Почему-то практика показывает, что продается только вот так, когда видят. Да. Тут огуречная мафия. Это, Нина. приветик, привет. Правда? Привет. Рады очень. Вот. А мы уже вас сегодня вспоминали. А мы вас вспоминали сегодня. А ну-ка, поснимай огуречную мафию. Сегодня даже специально еще видео пересматривал. Смотрю, там теплицы пострадали. После этого Да, гроза. у нас, видите, уже новый продукт появился. Вот зелень. Пелюсточка у нас появилась. Такая хрен вот, настоящий. очень вкусная. Со Ну, свеклой кадушка своей. это кадушка. Хрен, да, у нас. Кадушка, это интересно. Интересно, да. Масло у нас топленое, пурификадо. Что у нас новенького еще? Ну, это все такое было. Варенье какое? Варенье клубничное. Вот какое оно красивое. И недорогое, 2,5 это почти. Поэтому, Это без да, У нас теперь соленье от бабушки Нины. сало. Да, Это целое теперь такое, как А ты ж- направление, бренд. Из уксуса, натуральная. Во. Правда? Очень вкусные. Очень вкусный огурчик. А вот это очень, ну прямо, вот попробуйте. Куда вы, что вы, когда приехали, как, ну, впечатление. Приехали с Медотополя. Да, смотрели, получается, и давно хотели, но так получилось, что смогли уже в 23-м году смотреть, да? В 23-м году, да. Пока документы. Мы когда выехали, у нас были не готово ничего, мы выезжали как? Просто утром собрались и поехали. Малую собрали, у нас не было выбора. Мы понимали, что нам надо ехать, потому что надо ехать. Приехали мы 29 марта мы сюда приехали. Вот сейчас прямо? Нет, 2 года назад мы уже прилетели. Нет, видео смотрели давно. Изначально план был другой. Мы хотели полететь в Австралию, да? Да, был такой. Был такой план. Потом начали смотреть видео и решили все-таки Аргентина.
отклик есть. Мы просто, когда начали смотреть видео, кто знал про Аргентину? Какая Аргентина? Мы жили вообще в Украине, какая Аргентина, господи, вообще. А потом мы начали смотреть, нам стало интересно. И, честно, самым таким для нас было важным моментом, что мы надеялись на на школу на английском языке для малой. У нас дочь есть, мы с дочкой прилетели сюда. И поэтому изначально мы целились на это. Но, в принципе, мы школу нашли здесь, да, но далековато, дороговато сейчас уже. Вначале было клево. Хорошие деньги, хорошая стоимость школы, сейчас уже нет. Почему не аргентинскую? Мы когда летели, ей на тот момент уже было 16. И мы начали ее учить испанскому за полгода до, то есть когда приняли решение. Но не пошел, у нас туговато испанский был как-то так. Тяжеловато. Английский клево, да, всю жизнь. А вот испанский тяжело. И мы решили ее не травмировать, потому что, честно, после того, как все события начались, и так, мы такие какие-то зашуганные, перепуганные, резких звуков до сих пор боится она. Поэтому, не хотелось ее просто, еще в такие стрессовые условия. Мы ее дали в английскую школу. Ехали мы не как туристы сюда, потому что мы понимали, что мы туда уже не вернемся однозначно, и нам надо было ехать туда, куда-то, где мы сможем жить. Как вам вот именно Аргентина, аргентинцы? Экономика, понятно, сейчас экономика у всех одинаковая, да. Везде. Экономика, экономика сейчас, но оно пройдет. По Аргентине всегда было такое, вот Скачки, вот да. эти качели. Это всегда было. В целом отлично. Нет, в целом хорошо, да. Люди, еда, кухня, класс. Да. Все вначале вообще суперово. Мы, конечно, после того, как у нас никогда такой еды не было хорошей. Ни мяса, ни зелени качественной. Это правда, да, еда здесь качественная. Но вот, правда, я же говорю, я разочаровалась в школах, честно, вообще. В школе. Школа — это мое разочарование, честно, вообще. Платная. Как сказать, цена растет, непонятно почему. То есть мы смотрим, 3% инфляция, да, официально. Нам подняли на 30% оплату. То есть, почему? Тут платные школы для того, чтобы у них было окружение потом. То есть, у нас так получилось, что детки, мы как пошли, у нас христианская школа на английском языке, и детки очень хорошие, но из-за того, что вот разные уровни образования, ее на 1,5 года запихнули назад. Из-за языка? Нет, на английском оно хорошо, не из-за языка, там соответствие классов. Наше образование и ваше, у нас 11 лет в Украине, а здесь 12 лет. И из-за того, что мы прилетели, она не закончила 10 класс, ее, засунули в 9, в начало 9. Да, это так и всех. Да, и детки помладше. Она сидит, ей сейчас 18, а там дети 16 лет. И аргентинские дети, они более такие лайтовые, но они дети. А мы прилетели, уже много поменялось в жизни, и ребенок повзрослел с этими событиями. Ей тяжело, потому что как у подростка, какие приколы там? Выпить что-то. А она такая, выпить? Нет. То есть ей уже неинтересно, ей хочется какой-то, уже она думает о институте, обо всем таком. Поэтому немного разные все-таки менталитеты, а так, в принципе, все хорошо. Здесь да. Пройдет 4, Да? сравняется все. Вот посмотрите, как она быстрее вас и язык выучит, и адаптируется, и Она все учит. остальное. Она все равно параллельно продолжает учить язык. То есть она учится на английском, но язык мы все равно учим, ей продолжаем. И она нормально, и она все понимает, все. Просто что, конечно же, она бы уже давно болтала, если бы у нее было испаноговорящее комьюнити, но пока нет. Я же говорю, государственную школу без языка, без ничего. Можете поверить, что в государственной школе, помнишь, когда я еще не умела разговаривать, а меня выбрали в родительский совет школы. Я говорю, вот это прикольно, никто не хотел. Да, понятное дело, понятно. А меня туда как это музейного экспоната, знаешь, разговаривать не может, ничего. Согласился? Все, идешь, значит, да. Блин, нам тяжело дается язык, конечно, мы учим все равно, но нам тяжеловато. Мы ходим на курсы, все. С работой как у вас?
Он же Удаленно? удаленно, Ну, это самое нормальное. Ну, вот пока что на данный момент это самое нормальное. Да и вообще, ну, мир же меняется. Все-таки интернет уже не отменяется, искусственный интеллект уже не отменяется. Как говорят, соцсети тоже растут, и все в таком духе. Так что удаленная работа таких всяких, особенно более-менее хотя бы не программистов, так того не- всего, это заходит. Это Дима приехал недавно и делаешь хлеб. Сначала не мог определиться, чем заниматься в своей жизни. Родители все говорили, давай к нам. Мама начала это дело в 97 году. И хлеб я как бы себя не расценивал с этой позиции в этом бизнесе. И все время говорил, ну это не мое. Ну, не лежит у меня душа к тесту. Как бы они меня там не настраивали. Я закончил институт. Потом второй, третий, четвертый, экономическое мне, юридическое, инженер автомобилестроения. То есть работать ты не хотел? Ты с институтом институт, блин. Ну, у меня так получилось, как бы, почему бы и нет. Там за полгода одну вышку, за 2 года другую. Там, нормальные герои учись, дают за студент. уход. Дед говорил первое время, учись, внучок, пока родители живы. Я прихожу, первое высшее. Он говорит, молодец, все, вообще, деда услышал. Я говорю, второе. Он, ну, это дело нужное, пригодится. Я говорю, третье. Он говорит, слушай, может, уже пора остановиться. А я ему говорю, дед, я 4 получил. Он говорит, ты что, больной у меня? Говорит, все, хватит, я тебя прошу, остановись. Иди всё, уже хватит. работай. Иди работай, да. Тебе что, говорит, деньги некуда девать. Вам кормлю людей чистым, натуральным хлебом, без добавок, без примесей, с малым содержанием дрожжей. Я не говорю, что он бездрожжевой, потому что бездрожжевого хлеба не существует, я вам по секрету скажу. Люди, которые в школе не учились, не изучали биологию, да, там в 7 классе, они не знают, что бездрожжевого хлеба в априори в природе не существует. Поэтому хороший маркетинговый ход проработали люди и распространили эту ситуацию. Дабы эту ситуацию как бы исключить, я говорю, у меня хлеб с малым содержанием дрожжей, у нас существует своя контролируемая закваска, которая прошла все исследования, мы прошли ГОСТы, ТУ, технические условия свои получили в свое время, это начинали мои родители, позже я это продолжил, это дело, занялся, сюда приехал с женой по родам, да, мы как бы не планировали изначально, потом так все получилось неожиданно. И мы подумали, почему бы и нет. Дополнительные возможности своим детям. Прекрасная страна, прекрасные люди окружают. Много кто идет на контакт, кто знакомится. Здесь, конечно, Нет, здесь вот с этим хорошо. люди подкупают своей добродушностью, открытостью сердца. И вот как бы здесь оказался, ребенку 2 месяца, познакомился с Александром. И дальше вот сегодня мы здесь на ярмарке. Как называется прекрасное место, не знаю. Это ярмарка. Как? Висенте Лопес район называется. Как Ага. ярмарку назвали, я не знаю. Как Ага. прямо ярмарку обозвали. Все, я понял. Сами делаете дома этот хлеб? Пеку Как- дома сейчас. Как продаете? Ну, я в смысле, где Пока люди еще могут купить? никак. Пока еще никак, но у меня есть свой телеграм-канал. Называемся мы «Хлебное дело». Или по-испански я его назвал «Панадерия». Контакты я могу оставить у Александра. Либо можно через меня напрямую заказать, либо можно у Александра. Это стандартный наш кирпич, как мы его привыкли называть. сейчас пойдем посмотрим. Подовый, да, обязательно пойдем попробуем. Также я делаю еще дополнительно разные там булочки, батоны. И есть ассортимент. Но на данный момент я заказал здесь, так как новое место, тестомес. Дальше чуть-чуть буду как бы расширяться, строить здесь Отлично. основание, да. Как пойдет, дальше как пойдет, не загадываем. Но Нет, да, пойдет нормально. Тут все, кто работает, в принципе, оно идет. Где твоя продукция? а вот сейчас люди как раз отойдут, Ну, чтобы ничего, мы мы не мешали, подождем, не отвлекали от конечно. процесса, они выбирают. На данной ярмарке я представляю только пока 2 вида, потому что все вручную, без тестомеса. Полночи потратил, вчера ездил, муку искал. Александр помог, мне благодарен очень сильно ему за помощь. У меня здесь из цельнозерновой, местная она называется интеграл, и пшеничная наша мука, 3 нуля, 4 нуля. Тут есть 4, 3 По-нашему это высший сорт. Там. Нарезал квадратиками, чтобы люди могли попробовать. Значит, можно продегустировать. попробовать, да? Конечно, приятного аппетита, угощайтесь. Это вы пробуете интеграл, мука местная, цельнозерновая. Это тоже мне полезно. Это полезно, да. Да вообще, в принципе, я вам скажу, и белый пшеничный, он тоже очень полезный.
Потому что я в него не добавляю никаких улучшителей, никакой химии, ничего. Все натуральное. Соль, сахар, мука, вода. Классный, Ну, как бы. классный хлеб. Пожалуйста, пожалуйста, угощайтесь. Нина, а ну-ка зацени. Как он под огурчики? А вот я вам еще предложу по-другому. Да, сейчас тут застолье Ну случится. все, да. Под такое Видишь? дело надо и самогончик. Смотри, а это хреновуха. Попробуйте теперь свой хлеб да с хреновухой. Благодарен. А я вот такое у вас, как бы, меня угостили на той неделе. Скажи свое мнение о хлебе. Обалденный хлеб, просто классный. Обалденный. Хлеб могут найти либо у меня в телеграм-канале, либо в WhatsApp. Телеграм-канал у меня называется «Хлебное дело». Подписан Буэнос-Айрес, Аргентина. Также передам через Александра свои ссылочки на мой телеграм-канал. Либо можно у него же прямо в магазине напрямую приобрести. У него логистика налажена. Мы вместе, в принципе, договорились. Он поможет мне по распространению. Поэтому всем желающим, кто желает, мы найдем общие пути и договоренности. У нас компания Tres Amigos. Сейчас мы это занимаемся. Вот, если кому нужно посмотреть, вот оно. Пожалуйста. Мы занимаемся. Я извиняюсь, я тут слышал критику о том, что где-то самые вкусные чебуреки. Я решил вас угостить бесплатно. Обратную связь жду. Значит, Вот так критиковать надо почаще. Наезд на ровном месте. Критиковать я надо этого не почаще. говорил, но я воспользуюсь ситуацией. Ясный перец, я теперь тоже буду только этим заниматься. А можно мне тоже покритиковать кого-нибудь? Пошел, покритиковал, поднесли. Окей. Так, мы делаем сосиски молочные. Делаем сардельки, но они сегодня не представлены, к сожалению. Также делаем колбасу, докторскую, сервелат, то есть то, что вот мы там давно помним из бывшего СССР. Также у нас есть копченая рыбка, копченая форель холодного копчения, лосось холодного копчения и разные закусочки к пиву. Это из лосося. А это с курицей и яйцом? Это получается куриная грудка копченая. Это все холодное копчение. Все холодное копчение. Так, это получается свинина-говядина. Такие палочки. Из фарша они делаются. Для пива вообще прекрасно. Это прямо вообще супер. Супер-пупер. Так, это куриные ножки, получается, филе. Филе патамусла. Худая курочка какая-то. И они, получается, тоже Красиво. сушеные. Собственно, Товар, во всяком случае, выглядит очень красиво, очень вкусненько. попробуйте, пожалуйста, попробовать. Оба. Сейчас. Хорошая. Очень вкусно. Это лосось, это форель. Не, вкусненько, спасибо. Так, а это, пожалуйста, это вот эти вот палочки из лосося. Ага, лосось и палочка. Да. Да, очень вкусно. Сейчас, одну секундочку. Так, народу много. Сейчас там целая толпа, подойти туда к тортам мы не можем, потому что смотрите, какой спрос. Полнабегало народу на ярмарку полно. Ну и еще ж Пасха. Так что, конечно. Смотрите, берут и берут. Не подойти. Приветик. Сами мы чебуреки не делаем, это наши соседи. Мы у них попробовали. Это какой-то улет просто. Это вот как в Советском Союзе в Москве было всего только 2 чебуречные, где были очень вкусные чебуреки. А потом они пропали. И вот мы приехали сюда и пробуем, боже мой. Аккуратно, но должно быть вкусно. И мясо море. Там-то немножечко мяса, а здесь еще мясо. У знакомых ребят появилась новая продукция. Привет. Я смотрю, новая продукция, я говорю, появилась у вас. Вот у нас Пасха. Так. Внутри курага. Смотри. С курагой, изюмом, цукатами. Класс.
Пасха. А это Ванильная, шоколадная. Это творожная паска. Очень вкусная. Да, я вижу уже, блин, понадгрызали. Нежная, мягкая. Ну, вам из холодильничка достаем. Молодцы. Нет, красиво, красиво. Смотрите, у вас прямо бизнес расцветает. Мощно. Можно тогда один Сейчас. или сейчас? Класс. Так, кто забыл, где искать, это вот здесь. Вот эти, вот, ищите. Кто забыл, где искать? Это вот здесь. А ну-ка, давай еще раз покажем, где такие красота и вкусняшки продаются. Вот это вот. Да. Телеграм-канал. Да, и там можно все заказать. Да. А у нас Что вы тут компания продаете? у белоруса. Как бы это ни выглядело. Блин, точно белорусы, я Да, смотрю? я немного с восточной стороны, это с западной стороны. Да, это нам одинаково, я просто шучу. В общем, у нас есть кефир, у нас есть ряженка. Так. Разных видов, все свежее. Ух ты. Сметанка, получается, пирожки мы делаем. О, сметана. Сметана, это все всегда спрашивают сметану. Сметана у нас высшего качества, густая. Ну, по крайней мере, отзывов по сметане вообще не было отрицательных. Все жалуют ее, все любят. Все классно. Надо пробовать. Доставку, Есть у нас также снеки. доставку делаете, да? Доставка у нас по Кабе, зона Норд, любая, 4000. И по Капиталю, и по зона Норта, да? То есть пригород зона Норта и Капиталь Федераль. Да, у нас также представлены сегодня куличики. Ну, сегодня как-никак Пасха, люди такое У дело. нас есть они с цукатами, есть с изюмчиком. Есть с Отлично. цукатами, есть с изюмом. Также есть снеки любые, под пиво, под квас. Мы также делаем квас, белорусский, популярный здесь. Он закончился, но скоро должен прийти новая партия. Вот. Класс, смотрите. Все вкусненькое, свеженькое. Выглядит аппетитно, во всяком случае. Спасибо, спасибо, спасибо. Берите, пробуйте, конечно. Сейчас. Мы коптим, у нас все копченое. Сыр копченый, грудинка свиная копченая, окорочок горячего копчения, куриная грудка холодного копчения, как карпаччо, форель холодного копчения, филе форели, форель горячего копчения, Ух ты. колбаса краковская. Вот где заказывать все. Я, кстати, краковскую попробовал, очень вкусная. Вот, она вот так выглядит. Пока у нас... Да. Здесь краковская, я видел, в Карифуре продавалась, но маленькая такая совсем, дохленькая. Но хотя бы на вкус похожа, но ваша превосходная. Да. А рыбку вы попробуйте. Это сыр копченый. Вот так он выглядит. Угу. Опа, смотрите. Вам понравилось? Да. Мы курицу взяли, но мне тут все понравилось. Ну, начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Таня. Я живу здесь уже больше 2 лет. И неожиданно для себя открыла в себе, ну как, не то, что неожиданно, открыла в себе талант, что у меня руки-то такие волшебные. И творю красоту. Делаю пряники. Пряники шоколадные, пряники мятные, ванильные, имбирные, муравейник. Вкус детства, шоколадная колбаса, то, чем прямо здесь публика почему-то восторгается безумно сильно. Да. То, почему мы сильно соскучились, глазированные сырки. Ну и мое, наверное, самое такое достояние, да, конек, это имбирные рисованные пряники в глазури. Тематические были на Новый год рождественские, Дед Морозы, елочки и так далее. Сейчас у нас Пасха, поэтому зайчики, морковки, яички и так далее. И где это заказать можно? Это все можно заказать у меня в инстаграм-канале Тати, нижнее подчеркивание. Вот да. это? Да, вот по QR-кодику можно заказать. А вот мы его так вот, Да. мы поближе. Да, здесь все равно музыка. Рассказывай, чем занимаетесь, что новенького у вас? Так, ну что, чем занимаемся? Новенький у нас сидр маракуйный появился. Это какой? Где его? Вот здесь он у нас стоит на кране. Ага. Немножко ходить попробовать. Или вы же за рулем? Не, я не могу. Понял. Значит, что у нас? Лимонады у нас теперь появились. Пока сейчас экспериментируем с первым лимонадом. Это
мандариновое пюре настоящее и лайм, лимон и содовое. То есть мы это все сами делаем, газировку сами делаем. Сейчас будем это все выпускать в маленьких баночках уже. То есть с этикеткой, безалкогольной, потому что люди, многие спрашивают, и не только пиво, но и что-то безалкогольного. Ну, правильно. Вот, значит, сейчас будет у нас новенький сорт, вот буквально выйдет во вторник, будем разливать по банкам. Это манго-маракуйя, это гозе, кисло-соленое пиво, манго-маракуйя. Вот, а также в следующую пятницу выходит у нас мексиканская мичелада. Приоткрою такой занавес, так скажем. Это мексиканское пиво, острое, соленое, много томатов, много-много. Кстати, вам как тогда томатное пиво понравилось? Превосходное. Только что-то его было мало, не распробовали. Ира, расскажи, какие у тебя карты. Здесь, да, это у нас, опять же, это вот прям спортивное питание. Потому что здесь получается, что нету вообще совсем никакой муки. Везде, во всех да. местах? Нет, вот здесь... вот здесь вот есть ореха, а здесь ореховая мука. Но здесь вот, допустим, миндальная и кокосовая. Здесь молотые орехи кокосовые. А вот здесь нету вообще муки, абсолютно. Все они будут, вот видите, здесь видно, что здесь бисквиты. Но бисквит сделан на основе маскарпоне. И дальше, опять же, крем тоже на основе маскарпоне. Вкусы будут все разные. Это очень похоже на молекулярное питание, вернее, на молекулярную кухню, когда из необычных продуктов получается то, что мы ко вкусу того, чего мы привыкли. Ну да. Вот здесь смотри, вот видишь, торты домашние с низким содержанием углеводов. Да, это прям вот для спортсменов, это вот вместо вот этих батончиков. Или кто хочет похудеть. И похудеть, кто хочет. Кто хочет вкусняшку съесть да. в конце дня рабочего, можно съесть вкусняшку такую? На ночь. Можно на ночь. Нужно. Потому что вот в этом вот кусочке 2 грамма углеводов, а в стакане молока от 14 до 16 А калорий сколько? Углеводов. А калорий, я сейчас не помню, сколько калорий, но тоже намного меньше, чем в обычном тортике. Ну вот, так что можно иногда... Где купить? Заказывать можно. Адрес? Да, адрес у нас вот... Сейчас, давай. Вот это вот, торта Зера. Это Инстаграм? Да. Вот, в Инстаграм торта Зеро. А мы еще хлеб делаем. Ну, мы оставим ссылочку в описании под видео, я найду. Да, хорошо. Все оставлю. Просто для себя, чтобы понимать. Ой, что еще делаете? А еще мы хлеб. Хлеб тоже печем. Да? Да, очень даже не привезли? Нет, здесь не привезли. Но такой ореховый. В прошлый раз я пробовала, какой-то хлеб ты давала мне. Да. Потому что мы давно уже, мы больше 10 лет мы вот на таком образе питания. Так, ну что, люди, я пробовала почти все эти торты. Мне Ира уже второй раз сейчас подарила целую сумку тортов, напихала. И что я скажу, они все очень вкусные и очень сытные. Действительно, одним кусочком, я люблю покушать, но одним кусочком, вот таким, одним кусочком съешь и больше ничего не хочется. Таких можно съесть и 2. Да таких можно, мы но я имею в виду, ты сел и как-то ты наелся, понимаешь? Вот, да, вот это вот важно. Они питательные. То, что ты ходишь, настроение у тебя хорошее, ты не голодный. Да. Ни в чем себе не отказываешь. Особенно нам, женщинам, которые там уже как-то хотят чего-нибудь сладенького. Открываешь, а там торты. Иришка продает. Молодец. Мы по полтортика каждый день съедаем, и ничего, у нас все нормально. Ну вот, видишь, человек, смотрю, в хорошей форме. Да. Все. Мне опять Ира дала всех тортов, дома все попробую. Я же пробовала, скажу, все очень вкусно, очень приочень. Так что заказывайте, ссылочки в описании под видео. Ну, мы уже почти 3 года в Аргентине. Я пеку торты различные. Откуда? Сами приехали? Из России, Да. из разных городов. Не, ну просто киевский торт, думаем, блин, прямо.
с бабушкой украинкой, я родилась украинкой еврейского происхождения, я родилась во Владивостоке. Поэтому, когда меня спрашивают, откуда мне сложно ответить. Я шучу, я сам из Советского Союза. Да, родилась я в Советском Союзе. И когда меня спрашивают, ты русская, я говорю, нет, я родилась в Советском Союзе. И я очень давно мечтала печь торты с самого детства, но всю жизнь занималась тяжелым машиностроением, арматурой высокого давления. И мы приехали в Аргентину. Девушки, арматура... Это очень интересно. Не, это самое интересное, лучше расскажи об этом. И я научилась делать различные техкарты, строить производство. И здесь я решила сделать наконец то, что я хотела всю жизнь. И я теперь пеку торты. Вкусно. Скажите, да? Ну, реально вкусно. Повторите, пожалуйста. Его уже аргентинцы полюбили, этот торт. Уже покупают и говорят, только ты еще дульсе де лечи туда добавь. Я говорю, хорошо, я подумаю. Очень вкусно. Не, пока хватит. Сейчас будем лучше Свету покормим. Да, Свету обязательно. Правда, очень вкусно. Медовик последний. Вот это Пасха. Знал бы, раньше бы приехал. Вы еще кулич не пробовали? И орешку со сгущенкой. Хотите тот самый? Да ты что? Да. Мне кажется, мы приехали и встретились с вами в магазине. Первый день в Карфуре вот здесь, на Монро. Может быть. Да, и мы такие грустные какие-то были. Еще не знали, чем мы будем заниматься. Ну, сейчас уже, я вижу, настроение то приподнялось. Ой, да. Дочка уже идеально говорит на испанском. Мы уже отлично. Ну, дети, они Всё, вот лучше да. всего, как бы, это самое Мне быстрее очень всего нравится. адаптируется. Климат. Спасибо. Наш оператор. Что Моя расскажешь? лучшая подруга. Все отлично, все замечательно. Спасибо этой земле. Спасибо от подписчиков. Я Слушай. только вчера смотрела про шаурму. Да. Пока готовила. А что, классно же получилось? Да, да. И мы такие, так, все, нужно съездить уже попробовать новую шаурму. Мы вас еще там начали смотреть. Мы искали, кто же нам расскажет. Вот, единственный, кто здесь был и рассказывал всю правду, это были вы. Мы такие, все, Спасибо. мы знаем, куда мы едем. А про рыбалку я вообще молчу. Мы каждый Ну раз да. такие, так, ну надо уже купить у Тима удочку, уже нормально сходить на рыбалку. О, не забывайте. leonpesca.com. Заходите, там мой WhatsApp есть, общаемся, покупаем. Покажите, где вас искать, кто захочет таких вкусных тортиков. Вот это? Инстаграм. Вот мы его так заснимем аккуратненько. Люди смогут всегда поставить на паузу, посмотреть поближе. Вот, смотрите. Здесь ищите. У вас есть доставочка, да? Да. То есть отправляете по Собственным Буэнос-Айресу? транспортом мы делаем в холодильнике. Отлично, вообще прекрасно. Я помню, у вас скоро день рождения. Да. Напишите мне. Обязательно. Печенка там нужна, хотя многие дети не очень любят, но она полезная, поэтому мы решили сделать их сочными не за счет какой-нибудь там свинины или чего-то, а именно печенки. Да? Здрасте, Леонид. Замороженную сколько там штучек? 6 штук, да. Так. Я думаю, просто я бы, наверное, замороженную взяла, Да, если что, вы можете подписаться, у нас доставки бесплатные, вожу я сам. Телеграм, Инстаграм. Можешь принести биточки, показать, как они выглядят? Я сейчас дочка принесет, я вам покажу, как они выглядят в замороженном виде. Так, мы... Привет. Да, я понимаю. Ну, я почти готов. Ничего, бизнес вперед, потом остальное. Да, это хорошо. Сейчас дочка принесет, я покажу, как это выглядит, чтобы вы знали. Смотрите, как выглядят теперь тут пельмени. Сашу вы уже знаете. О. Да, пельмени. Хлеб мы уже показали, теперь эти пельмени, хлеб. Да, теперь Леонид хинкали. может попробовать биточки. Здравствуйте. Хинкали пока в стопе, они приедут минут через 15, а так 3 штуки за 6 тысяч.
Уже курьер едет, у нас все разобрали. Саш, рассказывай, пока покупателей нет, быстренько. Так, да, пока покупателей нет. Мы снова на ярмарке в зоне Норта. Уже знаете, что Леонид сделал видео про то, как я произвожу свои пельмени. Много хейта появилось в комментариях. Хотел вам сказать, я все равно не обращаю на него внимания, потому что у меня самая вкусная продукция в городе, в Буэнос-Айресе. Вот человек тоже хочет попробовать пельмени, пожалуйста. Биточки попробуй обязательно, потому что биточки... Ну, окей, ладно. Все, нет, уже все. Все, я пошел, ладно. Да нет, пробуй, конечно, господи. Так, ну теперь вы... Да, ты можешь попробовать хлеб, который печет мой знакомый, а можешь совместно с биточком попробовать. Это биточек, это что, да. с мясом? Это говядина и говяжья печень. Как? Подтверждаю, вкусно. Вкусно, конечно. Сейчас упаковка говяжьих, если в замороженном виде, 14 тысяч, а так 2 за 6, если мы их приготовим. Все, понял. Они большие? Диаметр 8 сантиметров и вес 80 грамм каждого биточка. Ясно. Так, у меня там такси еще едет. Жареная порция пельмени 6 тысяч за 200 грамм. Пожалуйста, вареная также, да. Это ждут уже своего часа. Если хотите заказать, я отправлю заказ на кухню. Сколько ждать? В среднем 5-7 минут, в зависимости от очереди. Так, вы заказывали, да? Вот такую штучку, куличик. Сегодня же у нас Пасха, как-никак. Надо еще успеть понасладиться. Ленечка, клади его сюда. Все, в торбу. Это у меня вторая уже сумочка, там у меня где-то еще одна есть. Капусту обещали, капусту еще мне синюю обещали. Говорят, зарабатывают блогеры? Реклама двигатель торговли. Безусловно. Без рекламы никуда. Посмотрела, купила. За Да. шаурмой уже хочу ехать. Вот. Вообще идеально. Уже все обсуждают шаурму. За шаурмой и нет мяса, кончилось мясо. Ну вот, но главное уже Реклама теперь знает. прошла. Все. Так что да. Так что вот Тортас Мария. Вот, не знаю, Леня снимает. В Инстаграме вы, Тортас да? де Мария. Да, в Инстаграме. Ой, Вот, спасибо. смотри, какие красивенные. Ой, смотри, какая она внутри классная. Ой, какие Зайцы хоть на елку вешай. Я делаю на Новый год, именно на елку. Хоть на елку вешай. Я делаю дырочки и Да, делаю круто. как игрушки. Прикольно. Вообще. Повстречались с горой подписчиков. Вот одни подписчики, вот вторые подписчики. Эти подписчики вот меня даже копируют. Истинные фанаты. Истинные фанаты. Теперь мы сами уговариваем их рассказать немножко о себе. О истинных фанатах. Откуда приехали, как вам Аргентина, нравится, не нравится, приехали пережить или жить. Ну, мы на постоянку поехали Да. сюда вообще. Вот у меня родственники тоже уже, как сказать... А это тоже твои родственники? Да, это моя сестра с мужем. Вау, тогда все, смотри. Родственнички, идите сюда. Родственники, а чего вы сваливаете? Идите, подходите. Мы же не знали, что вы тут в большой компании такой. И вот расскажите теперь немножечко о себе. Всем же интересно будет. Вы же любите смотреть чужие истории в видео. Как в Аргентине живут, что делают. Вот. А думаете, другим так не интересно? А за нами пока ничего подсматривать, мы еще ничего не сделали. У них впечатления самые свежие, они здесь всего неделю. Мы туристы, да. Да, они по всему миру уже полетали, а вот в Южную Америку в первый раз прилетели. Мы как-то сюда чудом получилось, мы сами никуда не летаем, прилетели сюда. А они весь мир объездили, и вот за нами сюда решили тоже. Это хорошо. Не отставать. Вот. И как первое впечатление? Не обижают? Аргентинцы. Все дружелюбные. Я же в этом говорю. То есть вот всегда, знаешь, как бы... Я, кстати, много чего слышал, но ничего не оправдал. Ничего не совпало. Что мы слышали? Ну, вы, наверное, слышали, как всегда, что тут убивают, детей едят, воруют с утра до вечера. Нас не убили, не съели. Ну вот. Телефон на месте. Ну, как правило, я уже много раз рассказывал, как правило, эти вот истории такие жуткие, да, рассказывают те, кто немножко побыл и свалил, потому что у него по каким-то причинам не зашло, не вышло, не устроился, еще что-то.
И ему как-то надо оправдать. Почему же он, блин, дурачок такой, ездил куда-то, потратил столько бабок, вернулся домой и приехал. Ну что сказать, там было так хорошо, а я вот не смог выжить. Или, к примеру, я тебя там не нашел, не нашел работу, или там, не знаю, не зашло мне. Мало кто так скажет, что он в чем-то, проездил и ничего не добился. Да, свою ошибку признавать. Да, основная масса будет рассказывать, что не, это потому, что там дикари живут. Но мы за 1,5 года пока еще не выезжали никуда дальше, чем вот Итусайнгол. И все. То есть до туда на электричке и обратно. И больше ничего. А в каком районе живете? Мы в Риколете. В Риколете. Ну, нормальный район. Вот мы думали, но что-то посмотрели, что туда 5 часов ехать.